Если сегодня открыть любой популярный сервис для мониторинга авиатрафика в реальном времени, например, Flightradar 24, перед глазами развернется впечатляющая картина глобальной взаимосвязанности. Тысячи золотистых иконок самолетов непрерывным потоком движутся над Северной Америкой, Европой и Азией, образуя плотные светящиеся магистрали. Однако, если перевести взгляд в самую нижнюю часть цифрового глобуса, можно заметить поразительную и даже пугающую пустоту. Над бескрайними ледяными просторами Антарктиды царит абсолютная тишина. Это безмолвие в эфире не является случайным совпадением или техническим сбоем системы отображения. Это результат сложного переплетения физических законов, жестких требований безопасности и суровых экономических реалий. Хотя на официальном уровне не существует единого международного документа, который бы коротким предложением «полеты запрещены» закрывал небо над Южным полюсом, гражданские авиалайнеры обходят этот регион стороной, словно наталкиваясь на невидимую стену. Чтобы понять, почему авиация предпочитает держаться подальше от шестого континента, необходимо заглянуть за кулисы современной навигации и логистики. На самом деле, самолеты в Антарктиде все же появляются, но это крайне редкое и специфическое зрелище. Это специализированные грузовые или военно-транспортные борта, чья миссия строго ограничена научными целями. Они доставляют провизию, медикаменты, научное оборудование и сменные экипажи исследователей на полярные станции, такие как Амундсен-Скотт или Мак-Мердо. Эти рейсы — настоящая проверка на прочность для пилотов и техники. Они обслуживаются всего несколькими взлетно-посадочными полосами, которые представляют собой непривычный асфальт или бетон, а специально подготовленные участки голубого льда или утрамбованного снега. Эксплуатация таких аэродромов — занятие крайне нестабильное. Внезапная снежная буря или резкое падение видимости могут закрыть окно для полетов на неделе, превращая логистику в лотерею. Но если для науки такие риски оправданы, то для регулярной гражданской авиации они абсолютно неприемлемы. Одной из фундаментальных причин отсутствия маршрутов является правовой статус континента. В 1959 году был подписан исторический договор об Антарктике, который превратил эту территорию в уникальный мировой заповедник, свободный от границ и военного присутствия. Документ провозгласил использование Антарктиды исключительно в мирных и научных целях. Несмотря на то, что договор напрямую не вводит бесполетную зону, он накладывает строжайшие экологические обязательства на все страны-участницы. Любая авиационная активность сопряжена с выбросами продуктов сгорания топлива, риском утечки технических жидкостей и акустическим загрязнением, которое может фатально сказаться на хрупкой фауне прибрежных районов. Авиакомпании понимают, что в случае любого инцидента экологический ущерб будет исчисляться миллиардами долларов, а юридические последствия могут привести к полному запрету деятельности перевозчика на международном рынке. Однако вопросы экологии — это лишь верхушка айсберга. Главным барьером остается безопасность человеческой жизни. Антарктида — это самое суровое и негостеприимное место на нашей планете, где климатические условия выходят за рамки человеческой выносливости. Температуры здесь регулярно падают ниже отметки в минус от 50 до 60 градусов Цельсия, а ураганные ветры, называемые стоковыми, достигают скоростей, способных буквально сдуть тяжелую технику.
В случае возникновения любой технической неисправности, требующей экстренной посадки, экипаж и сотни пассажиров окажутся в смертельной ловушке. На всем континенте нет ни одного гражданского аэропорта, способного принять современный широкофюзеляжный лайнер в аварийном режиме. Там нет пожарных расчетов, нет медицинских госпиталей, нет гостиниц или просто теплых помещений, способных вместить от 300 до 400 человек одновременно. Поисково-спасательные операции в этих широтах практически невозможны в оперативном режиме. Ближайшие спасательные центры находятся в тысячах километров в Чили, Аргентине, Австралии или ЮАР. Ожидание помощи может растянуться на дни, а в условиях антарктической зимы — на недели, что делает шансы на выживание в неотапливаемом фюзеляже на льду равными нулю. Не менее важным фактором является специфика земного магнетизма. Полярные регионы всегда были проклятием для навигаторов. Вблизи Южного магнитного полюса силовые линии магнитного поля Земли устремляются вертикально вниз, что делает классические магнитные компасы абсолютно бесполезными. Их стрелки начинают хаотично вращаться или показывать неверные данные. Хотя современные самолеты оснащены инерциальными навигационными системами и GPS, экстремальная близость к полюсу все равно создает помехи для высокоточной электроники. Солнечная радиация в этих широтах более интенсивна из-за особенностей атмосферы и озонового слоя, что может приводить к сбоям в работе бортовых компьютеров, маршрутизаторов и систем связи. Потеря радиосвязи с диспетчерскими центрами на длительный период — это риск, на который не пойдет ни одна страховая компания в мире. Техническая сторона вопроса также накладывает свои ограничения. Экстремальный холод влияет на вязкость топлива и работу гидравлических систем. Хотя авиационный керосин имеет низкую температуру замерзания, при длительном полете над Антарктидой на больших высотах температура в баках может опуститься до критической отметки, что приведет к кристаллизации парафинов и блокировке топливных фильтров. Чтобы избежать этого, самолетам пришлось бы либо лететь ниже, в более плотных слоях атмосферы, что резко увеличивает расход топлива, либо устанавливать дорогостоящие системы подогрева баков. Кроме того, существует понятие ETOPS — Extended Range Twin Engine Operational Performance Standards. Это строгие правила сертификации полетов для двухдвигательных самолетов. Согласно этим нормам, маршрут лайнера должен быть проложен таким образом, чтобы в любой точке пути он находился на определенном расстоянии, времени полета от ближайшего аэродрома, способного его принять. Огромные пространства Антарктиды не имеют таких запасных аэродромов, что делает пролет над центром материка юридически невозможным для большинства современных типов воздушных судов. Экономическая целесообразность также играет против полетов над Южным полюсом. В отличие от Северного полюса, через который проходят кратчайшие пути между Азией и Северной Америкой, так называемые кроссполярные трассы, Антарктида не лежит на пути основных мировых пассажиропотоков. Большинство рейсов между Южным полушарием, например, из Австралии в Южную Америку или из ЮАР в Новую Зеландию, проходят по траекториям, которые лишь слегка касаются окраинных морей Антарктики, не заходя вглубь материка. Лететь напрямую через полюс в большинстве случаев просто невыгодно. Это не дает существенного выигрыша во времени, но требует колоссальных затрат на переоборудование самолетов и страхование рисков. В истории авиации были попытки сделать Антарктиду объектом
массового туризма. В 1970-х годах авиакомпании Air New Zealand и Qantas выполняли специальные обзорные рейсы, когда самолеты без посадки кружили над ледяным континентом, позволяя пассажирам любоваться пейзажами из иллюминаторов. Однако эта практика была практически прекращена после страшной катастрофы 1979 года, когда самолет DC-10 врезался в склон вулкана Эребус из-за навигационной ошибки и плохой видимости, погубив всех находившихся на борту. Эта трагедия стала мрачным напоминанием о том, что Антарктика не прощает ошибок и не терпит легкомысленного отношения. Сегодня полеты над Антарктидой остаются прерогативой профессионалов высочайшего класса, работающих в экстремальных условиях ради науки. Для всех остальных авиация выбрала путь разумной предосторожности. Сочетание непредсказуемой погоды, технической сложности, отсутствия инфраструктуры и юридической ответственности делает шестой континент белым пятном на глобальной карте полетов. И хотя технологии продолжают развиваться, в обозримом будущем небо над Южным полюсом, скорее всего, останется таким же безлюдным и чистым, каким оно было на протяжении миллионов лет, напоминая нам о том, что на планете все еще есть места, где природа сильнее человеческих амбиций и технологий. Каждая точка на карте полетов — это результат баланса между скоростью и безопасностью. И в случае с Антарктидой чаша весов безопасности перевешивает любые потенциальные выгоды, сохраняя этот ледяной мир в неприкосновенности от гула реактивных двигателей. Таким образом, отсутствие самолетов над Антарктидой — это не признак технической отсталости, а проявление высшей степени ответственности авиационной индустрии перед лицом самой суровой стихии на Земле.